Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о применении серы на винограднике. Как известно, серу применяли с глубоких древних времен. Применяли ее в качестве дезинфекции различных помещений. При помощи окуривания дезинфицировали различные сосуды для хранения вина или других продуктов. Использовали в лечебных целях. Но применение в сельском хозяйстве насчитывается относительно недавно. Так, в 1823 году англичанин Робертсон предложил применять порошки серы с мылом для того, чтобы легче и лучше прилипались, и наносили с помощью опыливания на влажные листья винограда для борьбы с оидиумом. А в 1852 году французский садовник Гризон при помощи серы и извести изготовил известково-серный отвар. Об изготовлении известково-серного отвара у меня на канале есть видео. Кому интересно, можете пройти посмотреть. В 1924 году в дальнейшем при мелкодисперсном измельчении серы получилось водорастворимые серные порошки. То есть коллоидная сера или другие препараты, которые легко и хорошо растворяются в воде. В 1970-е годы появились на рынках водорастворимые суспензии на основе серы. Но неважно, в каком виде будут находиться ваши все препараты на основе серы, основным фактором при применении препаратов серы является это внешняя температура. Так, диапазон применения серы относительно невелик, от плюс 18 до плюс 35 градусов. При температурных значениях ниже плюс 20 градусов препараты серы малоэффективны, поэтому нужно применять максимальную концентрацию препарата. При температурных значениях до плюс 27 градусов также считается малоэффективными, и споры грибов оидиума погибают в течение 5 суток. А при температурных значениях плюс 27 до плюс 32 считается погибает в течение 1-2 дней. Наиболее эффективное температурное значение плюс 27 плюс 32 градуса. А при температурных значениях свыше 35 градусов нужно концентрацию уменьшать, так как вызывает ожоги на виноградных листьях. Считается, в Австралии норма применения препаратов серы уменьшена до 20 грамм на 10 литров коллоидной серы. Так как фермеры Австралии это объясняют тем, что там жаркий климат и интенсивное освещение солнцем, листья выжигаются в более высоких концентрациях. Лично мое знакомство с препаратами серы еще в детстве. Я помню, дед применял различные препараты с помощью опыливания. Помню, соседи навязывали на чулок палку и осыпали серой и опрыскивали, наносили на виноградные листья. В дальнейшем появились различные препараты на основе водорастворимой серы. Лично я буду использовать препарат фирмы BASF Cumulus в количестве 60 грамм на 10 литров воды. При температурном значении выше плюс 30 градусов препараты серы можно использовать в качестве как акароциды и инсектициды. Но неважно, в каком виде вы будете ее применять, в этот период создаются идеальные условия для применения серы. Во-первых, после применения препаратов серы в течение 1-2 дней после применения можно продукты помыть и использовать. За 20 дней до созревания ранних сортов винограда я прекращаю применение таких препаратов для борьбы с оидиумом, как Топаз, Фалькон. Видим, некоторые ранние сорта уже начинают окрашиваться. Я применяю препараты серы. Так как препараты серы являются контактными препаратами, то и после того, как смоются дождями, то нужно повторить обработку препаратов серы. В течение до момента созревания я применяю 2-3 раза, в зависимости от погодных
условий. В последнее время поступило очень много звонков и сообщений в связи с тем, что периодически проходили дожди и стояла жаркая погода, влажная, что создало оптимальные условия для развития такой грибковой болезни, как Аидиум. Так что применяем препараты серы. Я буду применять Кумулюс 60 грамм на 10 литров воды и буду его обрабатывать. Всем пока, до новых видео.